Редкие семьи. Меня зовут Анастасия Федюшкина, дочь зовут Виктория. Ей почти 3 года, в сентябре будет 3 года. Приехали мы из города Барнаул, Алтайский край. Каждый человек особенный. И моя дочь тоже особенная. Диагноз называется хондроплазия. Это одна из распространенных форм карликовости. Узнали впервые на последнем УЗИ в 32 недели. Но диагноз не был поставлен, нам просто написали укорочение трубчатых костей. Что это такое? И во что это выльется, было непонятно. Мы искали информацию в интернете, разумеется, или там у знакомых спрашивали врачей. Ну, никто ничего не говорил. Было страшно, потому что было непонятно. Кто-то говорил, что все будет хорошо, просто немножко ниже. Какие-то миллиметры в УЗИ не такие, как должны быть. Когда она родилась уже, было видно по сравнению с другими здоровыми детьми, что она отличается. У нее короче ручки, короче ножки, а тело обычных пропорций. После рождения мы пошли в генетику, генетик нам все объяснил, направил нас на анализ генетический. Уже когда мы сдали генетический анализ, он у нас подтвержден, мутация гена, и вот нам поставили уже подтвержденный анализ, диагноз хондроплазия. Они отличаются от других людей, прежде всего внешне, они маленького роста, и они не вырастут такими, как мы привыкли считать людей. По статистике, средний рост у девочек с таким заболеванием порядка 120-125 сантиметров. У мальчиков немножко побольше, 135-140. Это вот в среднем. Кто-то выше, кто-то ниже. Какие-то вот родственники не очень хотели это принимать, и до сих пор это не принимают. Они считают, что мы какие-то глупости себе в голову вложили, и все в порядке. А в основной массе, конечно, хорошо. Мама поддерживает меня, папа поддерживает. Вообще без поддержки родных, наверное, тяжело. Муж, он меня поддерживает. Я знаю девочек, у которых мужья уходили, когда узнавали диагноз, еще до рождения и после рождения. Конечно, тогда тяжело одной справиться. А когда у тебя есть семья, поддержка, то все намного проще. Было тяжело, конечно. И до сих пор тяжело иногда накрывает. Думаешь, ну почему я, почему она, за что все это? Ну, отпускает. Да просто она растет, она меняется, она делает какие-то достижения, успехи. И ты видишь, что она, ну, по сути, такой же ребенок, только маленького роста. Они очень умные, у нас очень сообразительные. Ну, радуешься успехам и порой даже не замечаешь. Вот замечаешь, когда ты видишь ровесника рядышком, и вот в сравнении что-то бывает накатывается, что, ну да, она какая-то маленькая. А так, ну вот как бы проблемы с ростом костей. Ну и соответствующие проблемы там с позвоночником, например, он там, ну, изгибается в лордозы, кифозы, ну вот такие проблемы. Я бы посоветовала, во-первых, не закрываться, искать поддержку. Вот мы нашли с девочками, которые здесь приехали, группу в Одноклассниках, «Вырастайка» называется. Есть еще группы в Одноклассниках. Мы нашли группы в WhatsApp, таких же мам, у которых дети с таким же диагнозом. И когда мы друг друга поддерживаем, делимся какими-то новостями, успехами детей, это очень как бы мотивирует и радует. И еще я бы порекомендовала не отказываться от своих детей. Я знаю случаи, когда врачи говорят, рекомендуют даже вот убить ребенка, когда он еще не рожден, либо сдать там в детдом, и говорят, что у него нет... Зачем вам мучиться с таким ребенком? Хотя у них благоприятный прогноз для жизни, и не стоит от них отказываться. Они самые замечательные детки. Старшие мои почти 6 лет, но они очень дружат. И, ну, конечно, бывают ссоры, как все дети, но они друг за друга горой. И она не дает в обиду маленькую. Кстати, и маленькая тоже большую-то в обиду не даст, если что, она тут станет горой за нее. Ну, рассказывает, конечно, в силу возраста, может быть, незнакомым людям порой о том, что у нас Вика маленькая, что мы ездили туда-то лечиться или что-то еще. Ну, такую информацию, которую, может быть, не стоит рассказывать первым встречным сразу. Но она не понимает, что, вот, что нужно рассказать, что не нужно рассказывать. Ну, так проще смотрит на вещи. Потому что иногда, ну, сложно же вот рассказать, ты видишь незнакомого человека и сказать сразу, у меня ребенок инвалид, что ты хочешь услышать в ответ? Ты же не знаешь, как он отреагирует. Может, ему вообще эта информация не нужна.
В питании, наверное, особенностей нет, как бы нам никто ничего такого не говорит. Но единственное, что у них маленький рост, у них слабые суставы, и, конечно, не нужно ожирения, лишнего веса, чтобы не было нагрузки. Вот вроде как взрослые ахондрики, они страдают, многие, именно лишним весом. То есть его тяжело просто носить. А так, вроде бы, как ограничений нет. В больницу, ну, мы ходим для комиссии на инвалидность, ходим раз в год, оформляем. Очередная реабилитация, опять идем в больницу и собираем пакет документов. Врачи наши профилирующие генетики, ортопед. Ну, к ортопеду мы ходим по мере возникновения вопросов. Если мы видим, что начинают ножки искривляться, например, конечно, идем к ортопеду и что-то предпринимаем. С девочками, которые мы приехали, нас 6 человек, мы общаемся с ними виртуально. Мы знакомы с детьми с ними виртуально. Ну, конечно, хотелось пообщаться вживую. И когда нас пригласили, случайно пригласили, мы решили не отказываться. Ахондрики, ахошки, это мы так между собой называем. А вот у нас в городе я знаю семью взрослых уже ахошек, скажем так, это семья подпальных. Они спортсмены в паралимпийском спорте. Вот, наверное, поэтому мы их знаем. А других я не встречала, ни детей. Ну, они, наверное, есть, но я не встречала пока еще. Очень понравилась программа, мастер-классы и общение с детьми с особенностями. Ну, они все разные, да, но они имеют право на то, чтобы жить, быть счастливыми. Ну, чтобы нашла свое место в жизни, чтобы нашла дело, которым бы хотела заниматься, чтобы у нее была семья, детки. Просто некоторые люди говорят, когда видят наших детей: о, замечательно, они могут выступать в цирке. Ну, вот такое вот, как бы, такое мнение, стереотип, что, ну, что какой цирк, конечно, тут животные в клетке, на которых нужно смотреть. И вот такого я не хочу, чтобы они вызывали вот жалость или там, не знаю, смех. Этого не хочется. Может, она будет физиком, ядерщиком. Наших деток нужно отдавать в спорт. В принципе, спорт никому не мешает, а нашим деткам особенно, потому что у них мышцы вот слабые, суставы. Вот надо прямо заниматься. А мы ходим в бассейн, с 5 месяцев занимаемся. С 5 месяцев она плавает, и она ныряет, она плывет сама. Вот. Ну, в дальнейшем, может быть, туда еще будем. В бассейн я отдала просто потому, что старшую водила в бассейн, а младшую с собой таскала. Потом, ну что я таскаю просто так, пускай она тоже ходит в бассейн. Вот, стала ходить. И мы заметили результат, что мышцы крепкие, ножки, ручки, она вот подтягивается, ходит лучше, спина укрепляется. Даже в сравнении... Ну, я смотрю на деток других. Вот мы общаемся, и я вижу, что она отличается. И те, кто занимается спортом, они реально отличаются. Если в дальнейшем они планируют удлинение хирургические, вот при нашем диагнозе возможно только пока, только хирургическое удлинение. То есть это вот ломают кости, ставят аппарат Елизарова и вот начинают выкручивать. Там ноги 2 раза, голень, бедро, руки, потом кто-то на 2-й круг. Это по 8-10 месяцев дети ходят в аппаратах. Ну, лежат, ходят, не знаю. И мышцы у них, конечно, атрофируются. Если они были изначально слабые, то ребенок потом очень тяжело начинает ходить, ну, фактически заново учится ходить. А если они были натренированы, ну, как бы, то говорят, что проще. Ну, это очень сложно решиться на этот шаг, пока мы не знаем. Есть люди, которые не удлинялись, и они живут счастливо. Есть те, кто удлинялся, и они тоже рады, что их удлинили родители в свое время. У нас удлиняют, ну, вот с 6, наверное, лет начинают. Вот Турнера в Санкт-Петербурге. Елизарова, наверное, в Кургане. Кто-то раньше удлиняется, родители. Вот я знаю, что даже в 3 года начинают удлинять. За рубежом удлиняют уже взрослых людей, ну, то есть там 14 лет. Конечно, в 14 лет ребенок уже может сам, наверное, принять решение, да, и сказать: я хочу. А здесь, получается, мама должна нести это, решать. Я не знаю, потом мне ребенок скажет спасибо за это или скажет, что нет, зачем ты мне тут всю жизнь попортила. Очень сложно решить. Пока мы не готовы к этому. Я особенный. Каждый особенный.